Алло. Алло, Серый, здорово. Да, здорово, чувак, здорово. Давно не общались. Ну как твои дела? Слушай, мы тут с пацанами собрались банк ограбить. Ты в Ну, деле? блин, естественно, в деле. Почему бы и нет? А то у меня появилось немножко свободного времени, знаешь ли. Хуй-то еще, блядь, делать. Ну, собирайся тогда и заезжай за нами. В смысле, почему я за вами заезжаю? Че, совсем уже? Ну а хули у тебя одного есть машина в GTA? Мы себе такого не можем позволить даже спустя 7 лет непрерывного фарма и онлайна и читов на деньги. Только возьми с собой мой любимый прибор из набора для ограблений. В смысле, тот самый, что ли? Твой любимый? Он точно тебе нужен, чувак. Я без него не могу. Окей. Кстати, раз уж я позвонил, хочешь расскажу шутку про батю? Ну, давай, блядь, свой прикол. Так вот, жил да был у тебя батя. Алло. С вами Серый Акустивил. Всем желаю здравствовать, дорогие слушатели, друзья, подписчики, ну и просто люди по роковой случайности, кликнувшие на мое подробное видео с информацией GTA 5, которую никто и никогда не слышал. А с чего же начинается любая игра, если не с установки ее? Что ж, пока мы ждем загрузки великолепной GTA, занимающей половину жилья на моем жестком, как псковское порно-диске, давайте поговорим о вопросе, который вас больше всего интересует в данный момент. Нет, это не вопрос о том, сколько сейчас после инфляции, девальвации рубля, сколько стоит вкуснейшая пицца в вашей школьной столовой под пристальным надзором тети Марины, а о том, есть ли резон сейчас покупать GTA 5. Ведь этот вопрос из года в год передается словно олимпийский огонь по эстафете от старшего поколения к младшему на форумах. Ну, только вдумайтесь, раньше для третьей, ну не буду ее называть, консоли вышло 3 различных части GTA, а сейчас для одной GTA практически вышло 3 или 4, я уже сбился со счета, так же как моя ячейка в мозгу, которая забита другими вопросами. Ну, к примеру, во сколько я завтра на тренировку пойду, и пойдет ли мой друг, или опять забухает. И кто вообще в таком случае будет меня страховать, ведь, как ни странно, в моем зале я не наблюдаю школьников, а старичков мне как-то неловко просить, у них ведь и так осталось, скажем так, мало времени на себя, и бы просить потратить их время на меня, ну, не по моей чести, скажем так. Я клянусь, я видел единственного школьника под предводительством тренера, ну, в моем зале, с которым я познакомился по счастливой случайности, когда на моем, скажем так, не половому, но партнеру по скамье для жима была футболка с логотипом Pornhub. И это показалось тренеру настолько смешным, что он решил подойти к нам и познакомиться, выразить свое восхищение данным сайтом, также выразив свои глубочайшие познания, и смелостью друга выражать свою сатисфакцию на широкую аудиторию. И с тех пор время от времени мы болтаем с ним в зале о классных футболках. Когда прихожу в зал, к примеру, футболки без баб, ну, вы должны знать эту футболку, если вы старше 60 лет,
У того тренера появляется хорошее настроение, улыбка, он много базарит, может там подсказать даже что-нибудь, ну, по тренировочной части. И отнюдь, когда я же хожу в футболке спортивной от Adidas, тренер может проявить свою фривольность и даже не поздороваться со мной. И, кстати, буквально только вчера я свою многоразовую стеклянную бутылку боржоми, с которой уже много лет пью воду на тренировках. Нет, это не бездонная бутылка, каждый раз просто туда воду наливаю. И пошел, в общем, в кабинет задумчивости, в то время как ставил бутылку на скамью перед своим шкафчиком, и тот тренер стоял там рядом, переодевался. А вернувшись оттуда, куда короли пешком ходят, и не помыв руки, ибо это опасно сейчас трогать кран в общественном месте, пандемии все-таки, я обнаружил, что там, в общем, где я оставил свою бутылку, ее не было. Так же, как и не было тренера того. Уж не знаю, решил ли он так надо мной прикольнуться, скажем так, или же невзначай сел на нее. Не заметил и ушел с ней домой. Ну и знаете, мне, как приверженцу многоразовых презервативов, это показалось вполне обидным, ведь теперь снова придется купить бутылку боржоми, отдирать этикетку для эстетического удовольствия, и чтобы не подумали, что я каждый раз покупаю боржоми на тренировке. И уже получается, что я насорил в этом мире больше, всего лишь благодаря такой досадной ситуации. Так вот, возвращаясь к вопросу о многоразовости, думаю, в настоящий момент, ну, на 20-й или какой-то там, в каком вы году это видео смотрите, я положительно склоняюсь в сторону покупки GTA, по крайней мере, потому что шестой нет никаких вестей на данный момент, это раз. Два, разработчики делают какие-то графические моды, непонятно какие. Три, разработчики делают дополнения для мультиплеера, и ходят даже слухи, что на какие-то новые консоли выйдет даже мини-дополнение для сюжетного режима, и это не может не радовать. Но я думаю, там будет что-то типа сходить в Макдональдс, там, купить себе еды и ачивку дадут за это. И 4 это читы. На GTA до сих пор выпускается и не теряется в цене, а даже отнюдь стоит дороже. Но с другой стороны, купив GTA, неважно по какой цене, после того, как в Epic Games была бесплатная распродажа премиум Edition этой игры, и только ленивый батя, у которого нет компа, не завел в этот момент аккаунт в Epic Games, подождав, пока лаунчер снова вновь заработает после того, как школьники обрушили сервера из-за бесплатной раздачи. Я считаю, что такой человек себя, ну, не уважает, наверное. Да, именно не уважает, вне всяческих сомнений, и можно найти, конечно, на специальных сайтах дешевые ключи на Steam или просто аккаунты тех счастливцев, взявших с раздачи GTA с счетами в придачу, втюхивающих такой продукт. Но о чем мы говорим, уважаемые слушатели? Разве мы говорим не о жизни, не о предпринимательских способностях школьников с миллионными аккаунтами для халявной GTA? Зачем вы зашли на мое видео и почему вы до сих пор не купили GTA спустя столько лет после релиза? Вы сюда зашли только спросить, верно, как и все остальные. Не подумайте неправильно, я вас ни в чем не обвиняю, ни в коем случае. Кто знает, почему в отношении данного продукта у вас могла возникнуть прокрастинация. Может, вы находились на службе в нашей великой армии, или были у своей любимой женщины в гостях и не могли уйти, попав в ее сети. Или же, идя домой с работы в Купчинском районе, вы случайно попали на забив, в котором участвует ваш младший брат, и не могли не пройти мимо, и не помочь ему встать на верный путь, отмудохав того, кто его бежал. А потом впоследствии сам младший брат вас там же отмудохал, подумав, что вы типичный алкаш, потому что выглядели слишком уставшим и потропным после тяжелого рабочего дня. В такие моменты начинаешь завидовать тем, кто купил военник во время раздачи GTA 5, ведь это того стоило, знаете. Быть может, держа в руках лопату в роте, вы меня неправильно поняли, не во рту, а в руках в армейской роте, быть может, убирая лужи с асфальта и дрожа летом от холода и ангины, вы роняли скупую мужскую слезу и думали: черт побери, ведь я не успел на раздачу GTA 5 в Epic Games. А тем временем ваш глубоко уважаемый сержант, сидя на своем посту, каждому из сослуживцев решил создать по аккаунту и схватить на раздачу заветную GTA, чтобы после окончания службы вручить на листочке каждому логин и пароль вместо медали за заслуги перед Отечеством. Но в итоге жажда наживы сгубила его, так сказать, и решился он продать эти аккаунты на форумах позднее. Так вот, о чем-то я помню, как в недалеком 2013 году все говорили о выходе GTA 5, с тех пор вообще ничего не изменилось.
Проявив свое подобострастие, каких еще, кстати, не видел мир после пьесы Шекспира «Украшение строптивой» от Катарины, к одному моему другу я, будучи еще школьником в 11 классе, был приглашен на рандеву в его хату. У него на боксе впервые играл в GTA 5, и это было шикарно в то время. Я так завидовал ему, что у него есть GTA, которая в то чудное время была временным эксклюзивом на консолях. Нет, я не проходил миссии, не пытался как поехавший разгадать тайну гору Чилиад, не зашел в мультиплеер, речь не о нем сейчас. Я взял геймпад в руки, уселся на диване, вот так. Вот так вот. А справа от меня, сидя на стуле, мой друг поил меня квасом Никола. Так нежно и заботливо, чтобы я не отвлекался от игрового процесса. В общем, я начал ездить по карте, изучать окрестности, так скажем, словно прощупывая первую девушку после долгих лет воздержания после рождения. И мне это нравилось. Будучи ребенком без личного транспортного средства и катаясь в школу преимущественно на автобусе, я осуществил свою безнравственную детскую мечту и позаимствовал у Кирилла Подушникова автобус в игре и начал кататься на нем, как на родном, на котором я добирался до школы. Управляя этим единственным транспортным средством в GTA 5, которое мне тогда импонировало, я пытался подобрать тамошних NPC на остановках. Но узнав, сколько я беру за проезд, они не садились ко мне впоследствии и ждала кара. Согласитесь, никто бы не хотел в первый день в новом городе заниматься краундфандингом. И я сбивал пешеходов, в итоге ехал на красный свет светофора к военной базе, ведь мой друг тогда еще не знал, как туда попасть. И все перепробовал, а мне хотелось обладать тем единственным, что лучше автобуса, это танк. Ведь каждый помнит, как он случайно находил танк на карте, играя в GTA 2 впервые. Ведь так, мои дорогие друзья. За мной гонялись копы, я отстреливался. Я отстреливался. Такой драйв. И вишенкой на торте была музыка по радио в GTA 5. Хайгерлов, исполнителя я не помню. Вкупе с кинематографичным режимом и, видимо, от первого лица иногда, почему-то это вкупе со всей происходившей вакханалией на экране, мы с Арчи так угорали, что он пролил квас на мои штаны, мне пришлось их снять, чтобы высушить на его батарее, пока мы играем. Ну, что было дальше, вы наверняка уже догадываетесь. Да, именно в этот момент училка по литературе позвонила мамке друга и сказала, что мы прогуливаем ее уроки. Как мы тогда переживали, как мы корили себя за тот проступок. Но потом пришла мамка друга домой и, увидев меня без штанов, все тут же поняла. И, естественно, приготовила вкуснейшие сырники, которые я так любил. И все были рады. И именно это приходит у меня в голову мгновенно при словосочетании GTA 5. А что у вас? Делитесь историями в комментариях. Как у вас проходил первый раз? В GTA 5, разумеется. Что ж, благодарю каждого из вас за внимание. Поляризуйтесь, ребята, станьте одним целым. Всем пока.